Дорогие мои друзья, рада вас всех приветствовать сегодня. Спасибо, Екатерина, очень приятно за ваш комплимент. Я вас всех приветствую, и сегодня у нас на связи Америка, штат Юта, и с нами удивительный человек, очень амбициозный, очень энергичный, с прекрасным чувством юмора, настоящий профессионал своего дела. Это вице-президент по развитию колумбийского рынка и международного рынка. Соответственно, в нашей части света он принимает тоже участие. Вот, давайте встречаем нашего любимого и дорогого Рафа Парра. Thank you, Nelly. Thank you so much for those kind words. I'm so honored to be here today. Я счастлив быть сегодня с вами на конференции. Это для меня большая честь. It's always an honor to spend some time with you guys, one of our favorite team members in the world, or Russia team. Это всегда большая честь находиться на конференции с вами, мои дорогие, с российскими бизнес-партнерами, самыми лучшими, замечательными партнерами Nimbus. Don't forget about Lithuania, Kazakhstan, Belarus. Okay, exactly. Russian speaking. Perfect. Thank you, Nelly, for correcting me and for making me sound good. Thank you. I've been looking at those the Facebook trip pictures, and I'm so happy that you guys were able to have such a good time as a family. Я видел очень много прекрасных фотографий в Фейсбуке с вашей поездки, и я счастлив, что вы провели время как целая семья Nimbus, вот, очень дружно вместе. I saw a bunch of the phone parties and everything, and I'm a little bit jealous that I was here working while you guys were having such a good time. Я видел пенную вечеринку, как вы там зажигали, и я, конечно же, просто вот завидовал вам, потому что в это время я находился на работе, работал, а вы там так замечательно развлекались. But hey, I'm glad you had fun, and right now, as we start the middle of the year, it's a great time. This time of the year, it's a huge month for MLM business. Сейчас начинается такая часть года, лето, и это как раз время для сетевого маркетинга. Это тот период времени, в котором очень удачно идут продажи. Это, такая мощная часть сетевого маркетинга именно вот в этот период времени. So it's the best time to rank advance and to get your business really started. Это самый лучший период времени, когда мы начинаем свой бизнес. И, конечно же, это самый лучший период времени, когда можно начать свой карьерный рост и расти по рангам. Perfect. So I do have a secret that's going to help you rank advance in this month of June. И у меня есть секрет, и я хочу рассказать вам его. Секрет о том, как расти по рангам, и особенно в июне месяце. But before secret. It's a secret. Okay. But before I tell you the secret, right, I'm going to talk about some of the abilities that everyone should work on in order to rank advance. Но прежде чем я раскрою вам этот секрет, я ему сказала, я почему-то не знаю этого секрета, он говорит, да. Прежде чем я раскрою вам этот секрет, я хочу поговорить с вами о том, что нужно делать, как себя вести, какие качества иметь для того, чтобы расти по рангам. Perfect. So some people in the industry, they call them the 7 basic abilities. Итак, англичане называют это 7 основных качеств. Perfect. So the number 1 is we have to be able to master how to make a list. A list? List of people. Yes. Итак, первый пункт. Нужно быть мастером, профессионалом, как составить список знакомых. Exactly. So, for example, of course, at the beginning, we're all going to try to get our loved ones to come and hear about Nimbus. Конечно, первые люди
которым мы даем информацию, это наши любимые, самые близкие люди, и именно им в первую очередь мы даем информацию о компании Nimbus. Of course, because they love us, most likely they're going to buy something. Из-за того, что они любят нас очень сильно, и вполне большая вероятность, как ответная реакция, они вступят в компанию или купят у нас что-то. Perfect. And the people that love you, even though they might be a lot in the hundreds, they are still a few compared to the rest of the world. И хотя это люди, которые очень вас любят, это такой маленький процент, хотя их может быть сотни и сотни, но это все равно очень минимальный процент по сравнению со всем тем миром, со всем тем обилием, количеством людей, которым мы можем дать информацию. Perfect. So we have to understand that in order for us to invite people and or do a list, we're going to have to get out of our comfort zone. Мы должны четко понимать, когда мы составляем список знакомых и начинаем работать с этим списком, то основное и первая задача, что мы должны сделать, это выйти из зоны комфорта. And we always have to remember something. We have something unique that improves people's life. So we should not ever be scared of talking about Nimbus. И когда мы начинаем общаться с людьми, мы не должны бояться общаться с людьми, мы не должны быть в страхе для того, чтобы дать эту информацию. Вы должны помнить, что та информация, которая у нас есть о компании Nimbus, это уникальная информация и уникальный продукт. Perfect. So once we have that list of people that we think can benefit from us talking to Nimbus, then we have to master the second ability, which is how to actually invite them to the meeting. После того, как мы справились с первым пунктом, составили список знакомых, преодолели свой страх, и мы выявили тех людей, которые мы знаем, что им нужна информация о Nimbus от нас, мы переходим ко второму пункту. Второй пункт — это нужно научиться, как правильно приглашать людей. Perfect. So for example, my key here on how to invite people, you have to cater it to the individual. Мой секрет или ключ к тому, как правильно приглашать людей, это индивидуальный подход. So you have to read the individual and see how are you going to lead? Are you going to lead with, hey, I have an opportunity to make money, or I have an opportunity for you to, benefit from the product? Both, whatever it is, you have to be flexible enough to read the prospect. Когда вы начинаете общаться с человеком, вы должны найти к нему индивидуальный подход. Первое. Возможно, вы прочитали, что этому человеку нужна информация о бизнесе, и вы даете о бизнесе. Или вы видите в разговоре, что человеку нужно улучшить свое здоровье, соответственно, вы даете информацию о продукции как клиенту. Или, возможно, это человек, который ищет оба пути, им финансовую возможность, также и здоровье. Тогда вы даете два направления информации, но вы должны четко понимать, что в разговоре, в общении вы должны быть гибким, вы должны подстраиваться под человека, понимать, что он хочет, и также занимать лидирующую позицию, чтобы дать эту информацию. Perfect. And then, for example, some of the most successful techniques that I've seen is sometimes the best sell or the best way to invite. It's taking a subtle approach. Subtle approach, what is it? Like subtle, for example, instead of like talking about Nimbus, you just show them, like you invite people to like, hey, I want to, build a relationship. Like, you're my friend, let's spend together. And then before we eat, I take a product and mix it and take a product so talk without talking, just show them how the product. So the not so straightforward approach. А еще один из очень интересных подходов, и
это даже, можно сказать, самый лучший такой подход, это когда ты начинаешь давать человеку информацию, но ты ему ничего не говоришь. Ну, например, ты пригласил человека на встречу, вы там сели в кафе, общаетесь, вы достали пакетик, или вы достали саше, там, разместили в воде, или съели пакетик, да, перед тем, как вы начали говорить или пить чай. То есть, соответственно, человек сам задает тебе вопрос, а что это такое? И тогда вы настраиваете именно разговор на то, о чем спросил человек. Perfect. And then another ability is we have, after we talked about the business and we presented what we have to offer, we have to know how to close them in Nimbus. Close, you mean to register. После того, как вы составили список знакомых, научились приглашать людей, пригласили, да, человека, неважно в каком направлении, в бизнес или в здоровье, в продукт. Третий очень важный шаг – подвести точку, итог, то есть довести человека до регистрации. Exactly. So sometimes we refer as this of like having the end goal in mind. So when we talk to someone or we prospect someone, our end goal is to register them and have them buying. То есть у вас должна быть цель. Вы не просто поговорили, пообщались, там, дали информацию. У вас есть четкое направление. Встреча, информация и обязательно конечная цель. Это регистрация в компанию или покупка продукта. Exactly. So the purpose is not just talk and talk. The purpose is to get them registered. They get their wallet and they pay. То есть вы должны четко понимать вашу задачу. Не просто поболтать в кафе, не просто дать информацию и смазать эту встречу, а именно человек достал бумажник, кредитную карту, и он сделал заключительный этап вашей работы, то есть он зарегистрировался или приобрел продукт. So I understand, trying to like push on payment might be a tricky subject, but we have to, bring it up. We have to funnel them. So this is what we offer. And then are you ready to enroll today? Я, конечно, понимаю, что бывают ситуации, когда немножко наседая на человека, да, побуждая его, купить здесь и сейчас, это может плохо закончиться. Вы, конечно же, смотрите по ситуации, но нам нужны не просто разговоры и провождение времени в итоге, да, нам нужно поставить точку, и порой человека нужно подтолкнуть к этому решению, подтолкнуть, сделать шаг, чтобы, давай, тебе понравилось, ты послушал, давай зарегистрируемся или давай приобретем продукт. Perfect. So, of course, there's going to be some people that are not going to be ready. So that leads me to the fourth ability, that's how to follow up on people. Конечно. Разговор может или встреча закончиться по-разному. Люди послушали, приняли информацию, но в данный момент они не готовы сделать шаг к регистрации или покупке. Соответственно, здесь вступает в силу четвертый пункт. So, and then something really important is like they're not saying no to you personally. They're just not ready for Nimbus at this point in their life. Вы должны понимать, что человек говорит нет, не вам. Просто в данный момент времени, здесь и сейчас, он не готов присоединиться к Nimbus. Но он не говорит нет вам лично. Просто не пришло время присоединения в компанию. И вы всегда можете вернуться к этому разговору. But you'll be surprised, and I'm sure if we talk to you on this call, you can actually share those stories with me on how people that said no at the beginning, after some time, they're one of your best loyal leaders. И мы знаем очень много случаев,
И очень много примеров, и я уверена, что те люди даже, которые присутствуют сейчас на этой конференции, вы мне можете рассказать такие истории, когда в самом начале человек сказал вам «нет», а потом, позже, все-таки принял решение или связался с вами о покупке продукта, или, возможно, вообще даже стал самым лучшим лидером вашей команде. Perfect. So pretty much the key here is even though they said no, it's always good business to follow up with them and just like, hey, how you been? Is any Nimbus has changed my life on this, or I feel more energy because of this, or I've been able to make extra money that I've been helping my kids, or whatever Nimbus has done in your life to improve. It's always a good technique to share that with the people that, you know, maybe were not ready when you talked to them the first time. И когда вам человек сказал «нет», это не значит, что вам нужно прекратить с ним отношения. Вы остаетесь с ним в дружеских отношениях, вы поддерживаете с ним связь. Возможно, период времени, да, человек за вами наблюдает. Вы просто можете всегда увидеться с ним. «Привет, как дела, как поживаешь?» И завести разговор о том, как ты уже получил результат, как Нимбус финансово помог тебе, как компания помогла детям твоим. И всякие такие ситуации, поддерживая хорошие отношения с человеком, который когда-то сказал «нет», всегда можно потом рассказать ему о своей жизни, и, возможно, он поменяет свое решение. Perfect. Yes. So now I'm going to try to really fast talk about a couple other abilities, but they're like a pay plan, the back office. And the important thing here is you just have to know the basics. So for example, on the pay plan, right? You don't have to be the master of everything, but you have to know enough that you can explain to people in a simple way. Еще один из пунктов – это у нас план вознаграждения. И я считаю, что вам не обязательно быть суперэкспертом, разбираться в каждой там нюансе, детали. Да, это важно, но при встрече с человеком вам не обязательно доносить всю эту обширную информацию. Вы должны просто, легко, непринужденно и самыми важными пунктами и деталями донести компенсационный план до человека. Exactly. The same with the back office. So the back office, it's important to spend some time and understand how everything works, because that's where all the transactions happen. So the back office, it's key for us because that's where the volume goes. That's where people pay. That's where enrollments happen. So it's good to spend a little time and understand how the back office works. So if you get questions about your team, you can answer them in a positive way. Еще один из пунктов – это вы должны быть профессионалом и разбираться, что происходит в бэк-офисе, потому что бэк-офис – это как зеркало, да, нашего бизнеса. Мы видим объем команды, там, личные закупки, то, что в течение месяца происходит. То есть вам нужно потратить время, сесть и просто разобраться, как делать заказ, как посмотреть вознаграждение и так далее. Потому что если в вашей команде у ребят возникают какие-то вопросы, они могли бы к вам обратиться, и вы бы могли помочь в этом направлении. Perfect. So then that leads me to the point number 6, which is the product. So for example, again, with product, you don't have to know every single ingredient, but you must have a story on each product. Итак, это был у нас пункт 5 общее, это компенсационный план и бэк-офис, а теперь мы переходим к пункту 6, это продукт. Вам не обязательно быть экспертом и разбирать каждый ингредиент по составу и доносить это до людей, но то, что вам нужно обязательно знать и уметь, это рассказать историю по каждому продукту. Exactly, because you never know what someone might be interested, and then you have to tell them how that product or technology helped your life. They want to hear your story, not anybody else.
Вы не знаете, когда сидит человек напротив, чем он заинтересуется, какая у него проблема, что он хочет услышать. Но когда вы искренне рассказываете свою историю о продукте, да, его использовании, о том результате, который вы получили, это очень хорошо действует на собеседника. Потому что человеку напротив интересно слышать вашу историю, не чью-либо другую там, а именно вам, как вам помогло это, что вы получили полезного от этой продукции или от технологии. Perfect. And then this leads me to the last ability, in my opinion, ability, which is one of the most important ones. Итак, подходим к 7-му пункту, и мне кажется, это один из самых важных пунктов, которые мы перечислили. And it's called, you must have a plan of action for everyone on your team. И этот пункт говорит о том, что у вас должен быть план действий собственный и также план, который распространяется на каждого человека в вашей команде. Exactly. So for example, for a new person that just enrolled, his plan might be, hey, let's get your list. Let's do a grand opening of your business and let's help you retail some product and make some money. Например, когда новичок подписывается в компанию, да, он еще новенький, он ничего не знает, у вас есть собственный план, который вы предлагаете ему. Давай двигаться вместе. Первое, что мы с тобой делаем? Садимся, составляем список знакомых, наметили. Второе, мы с тобой делаем предоткрытие, да, там собираем людей, открытие, сообщаем всем о твоем бизнесе. Perfect. For someone who might be in the company. Sorry, I didn't translate the last sentence. И сообщаем о бизнесе и начинаем продавать продукт. То есть, чтобы первые деньги ты уже с продаж получил, я тебе помогу. Sorry. No, you're good. You're good. I just forgot translated, and I forgot that I didn't translate the last sentence. No, you're doing amazing. You're doing an amazing job, like always. Thank you. And then, for example, someone who might be been in the company for a couple months, maybe the focus on his plan of action, it's more on reading or getting the knowledge and the mental strength to get to the next level. Или, допустим, у вас есть план для человека, план развития, да, который уже какой-то период времени. Здесь другой подход. Здесь уже вам нужно помочь человеку расти профессионально, расти ментально, развиваться, развивать свои лидерские качества, то есть становиться лидером. Это уже как бы другой план действий для человека, который уже какой-то период времени провел в бизнесе. So on this, I cannot tell you how important it is to have a specific plan of action for everyone on your team. Вы даже не представляете, насколько важно иметь определенный план действий каждому вашему личному бизнес-партнеру в вашей команде. And guess what? You have some of the best leaders to help you. You have Andre, Lumila, you have Nelly, that they can help you how to have that plan of action. So talk to your uplines because they can help you on this specific ability. И поговорите со своим вышестоящим спонсором. В вашей команде замечательный лидер. Это Андрей, в Литве это Людмила. Вы можете обратиться к Нелли. То есть, если вы хотите развиваться и вы хотите действовать по плану, обратитесь к спонсору и наметьте план действий вместе. Perfect. So now you're wondering, why have I spent 25 minutes on talking about this? Very important. Great. I like it. Итак, дальше вы можете задать мне вопрос. И чего я тут 25 минут рассказываю, да, как бы вообще не по теме, там ранги у нас, а я рассказываю вам совсем другую информацию. Okay, because we're back to the secret, and I have a challenge for you guys. Почему я вам это рассказывала? Потому что у меня есть секрет. Я хочу бросить вам вызов. Perfect. So, the secret on rank advancing, the secret of maintaining the rank
is У! you have to present the business to many, many people. There's no other way around it. So that means like everything I talk to can, or I hope it helps you having a little more confidence and knowledge to go talk to many, many people. Итак, внимание, барабанная дробь. Секрет бизнеса, чтобы расти по рангам, это дать информацию большому количеству людей. Для того, чтобы дать эту информацию и расти по рангам, вам нужно выполнять все эти пункты. И поверьте мне, другого секрета здесь нет. Это один единственный секрет. Многократно давать информацию. Perfect. So, for example, you have to present the business 100 times in order for you to rank advance. So, my challenge is for this month and moving forward, let's present the business to 100 different people every month, and you will see how your ranks are gonna increase. Итак, вы должны презентовать бизнес минимум 100 раз. Это минимум дать информацию 100 разным людям. И я хочу бросить вам вызов, да, и призвать к тому, что давайте давать информацию каждый месяц людям не менее 100 раз. И когда вы начнете это реально выполнять и следовать этому плану, поверьте, ваш чек, ваши ранги просто на глазах начнут расти. So perfect. So let's make this next few months Nimbus 100. So let's have each one have a goal of talking to 100 different people about joining our family here in Nimbus. Давайте поставим общую цель и будем действовать общему плану. Задача – дать информацию 100 людям. То есть это и в июне, и в июле, да, следующие несколько месяцев давайте сконцентрируемся. Каждый ставит себе задачу дать информацию 100 людям. И посмотрите, что начнет происходить. And I know it's not going to be easy, but it will worth it. It's going to be worth it. Поверьте, это, конечно, сделать нелегко, но эта работа, эти действия, они стоят того, чтобы их совершать. So I can tell you, if you talk to 4 or 5 people a month, you're going to have results of 4 or 5 people. If you talk to 100 people or more, 200, you're going to get bigger results. Конечно, если вы дадите информацию в месяц 3, 4, 5 людям, ну, соответственно, такой же и результат вы получите. А если вы дадите информацию 100 людям, 200 человек пригласите в нашу семью, в компанию Nimbus, то это совершенно противоположный результат будет в вашем бизнесе. Perfect. So, hey, it's been a pleasure to me to talk about this. I do hope I was able to give some information to you guys, a little help on your journey. I'll be talking to Nelly and see how you guys are doing it on the challenge and if you're rank advancing and everything. But before we go, I have a special guest for you. Вау! Итак, ребята, я буду держать связь с Нелли. Я буду узнавать, что там у вас происходит, как идут дела с подписаниями. И я благодарю вас, что вы послушали эту информацию. И я очень верю, что то, что вы услышали, действительно будет полезно в вашем бизнесе. А сейчас у меня для вас секретный гость и сюрприз. Surprise! So who do we have here? Вау, Дейл! Hello, Rafa. Сюрприз у нас Дейл Гледхилл. How are you? Nice to see you. I love the Russian team so much. Я очень рад видеть вас. Я очень люблю вашу команду. I can't wait to visit you again. Я не могу дождаться, когда у меня снова состоится поездка, чтобы встретиться с вами опять.
So I want to tell you a true story that happened to me last night. Я хочу вам рассказать историю, которая случилась со мной прошлой ночью. So every day I go to the gym at 4:30 to try to look like Andre. О! Каждый день в 4:30 утра я хожу в спортивный зал, потому что я хочу выглядеть как Андрей. I have a long ways to go. Да, мне нужно еще, конечно, много постараться. But one of my friends there, he has a hurt issue with elbow, sore elbow. A lot of inflammation. И там в зале у меня есть друг, который сильно повредил себе локоть, сильный ушиб, и у него он очень опух и очень сильное воспаление на локте. And for 2 months, he could not do the same workout as me, just worked on legs and other things. И 2 месяца он уже не тренирует мышцы рук. В зале он тренирует только там ноги, нижнюю часть тела, но не может делать никакие упражнения руками. So last week, I finally spoke up and said, hey, I want to tell you about a product we have called the Web. На прошлой неделе мне наконец-таки удалось с ним пообщаться, и я ему сказала, ну послушай, я все-таки расскажу тебе о том продукте, который у нас есть, и что мы можем тебе предложить. So I gave him my Web, and he used it, and I haven't seen him for a week until last night. Я ему дал свою сетку, и он неделю попользовался ей, и вот буквально до вчерашнего дня, целую неделю, я его не видел. The first thing he said when he saw me yesterday. И первую вещь, что он сказал мне, да, первое слово, которое он сказал мне, когда он меня увидел. Why the hell didn't you tell me about this a long time ago? Какого черта ты мне не сказал об этом давным-давно? Because I just wanted to be his friend, and I didn't want to, do business with him. Потому что я просто дружу с этим человеком, хорошо общаюсь, я, в принципе, даже и не помышлял пригласить его в бизнес, и не собираюсь там с ним какой-то бизнес, не собирался какой-то бизнес начинать. But if I'm really his friend, I would want to help him. Но если я действительно его друг, настоящий друг, то я, конечно же, должен помочь ему. So think about it. Every person you know, Подумайте об этом. Каждого человека, которого вы знаете, they want to get stronger or more fit, все хотят становиться сильнее или стройнее, or they just want more energy, или они хотят больше энергии, or they're worried about getting older, или они не хотят становиться старше, or they have some kind of pain, или, возможно, у них есть какие-то боли, воспаления, or they would love to just make some extra money. или, может быть, они просто нуждаются в каком-то дополнительном доходе. Once you start to understand that you're helping them, doing them something kind by introducing Nimbus, everything changes. Только тогда, когда вы поймете, что вы идете с миссией по-доброму, вы несете этим людям добро, это ваша миссия помочь им. Когда вы поменяете свое мышление от того, как преподнести эту информацию и бизнес с точки зрения помощи, у вас все поменяется. Nimbus is not just about making money. Nimbus — это не просто компания, где можно тупо зарабатывать деньги. You're helping people. You're changing their life. Вы помогаете людям, вы меняете жизни людей. Even I need to be reminded of this sometimes. Даже мне стоит напоминать об этом частенько. So, start understanding. Sharing Nimbus is helping people. Просто начните понимать, что вы делитесь информацией о Nimbus, и вы помогаете людям. In my job, my number one favorite thing В моей работе пункт номер 1 — это people will give me a hug and say, thank you. This product helped change my life.
этот пункт я все время жду, да, это моя цель, когда люди подходят ко мне, обнимают меня и говорят: благодарим тебя, Дейл, за то, что Нимбус изменил нашу жизнь. Yeah. So be proud that you're with a company that really has something that can change lives. Гордитесь и будьте горды тем, что вы в компании, которая меняет жизни людей. Anyway, we love you and have great confidence in Russia. Thank you. Мы очень любим вас, и у нас огромная вера в вашу команду. Thank you, Dale. Thanks, Dale. That was amazing. Thank you, sir. Appreciate it. So that was Dale. Thank you for the message. All right, Nelly. So I think that brings us to the end of this call today. We want to say thanks to everyone for being here today and all the hard work and rank advancing. We notice how hard you've been working. And again, hopefully you guys can do this challenge today, this month. You know, let's try to talk to 100 people and let's see how our business and our family grows. So thank you so much. And I'm going to let Nelly translate. Я благодарю Дейла за его посыл, такую интересную историю. И я хочу, чтобы мы, опять же, да, сконцентрировались на нашей задаче. Давайте поставим цель, такой вызов, такая игра. Каждый даст информацию 100 людям, и вы увидите, как уже через месяц начнет расти наша семья Нимбус, как у нас начнет все меняться. И я благодарю вас за ту веру, за ту работу, что вы делаете, и мы видим, что каждый месяц вы растете, вы стараетесь, и мы очень благодарны вам за это. Perfect. All right, Nelly, so if you have any questions, I'll be more than happy to answer those, or you tell me how do we end the call? I will ask them if they have something to ask, so let's wait several minutes just to type them. Okay. Друзья, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, пишите в чат, мы буквально ждем 2 минуточки для того, чтобы вы задали свои вопросы, и Рафа мог ответить. Okay, we'll wait. Rafa, can you tell us about Colombia? How they are? Colombia, they're doing good. They're really happy. They're doing every month. They're trying to do a product meeting where they don't talk so much about the business, but they talk a lot about the product. Я спросила Рафу, как дела в Колумбии, расскажи нам, что у них там происходит. И он рассказывает, что в Колумбии каждый месяц делают, скажем так, встречу о продукте. Ну, будем говорить, наверное, такой большой wellness, да, где все собираются, нет концентрации там на бизнесе, просто много дают информации о технологии, о продукте. So that вопросы. So we're lucky enough to have, you know, a couple of doctors and health professionals in the team. So they talk about the expertise. So we got a couple of doctors that help us, you know, do those conference once a month. В Колумбии есть доктора, есть специалисты и профессионалы по здоровью, ну, видно, какие-то диетологи. И именно они профессионально проводят и помогают проводить такие большие конференции раз в месяц, очень профессионально дают информацию. Yeah, so pretty much, you know, they're passing all their knowledge and their energy on how our technology and our products are helping their patients and how it could help everyone in the world. Они очень много рассказывают о том, как эта технология и продукты помогают их пациентам, то есть какие именно результаты есть у пациентов, и они очень благодарны за такие продукты. Yeah, so that's kind of like the focusing on product and enrolling people with product, not, you know, like getting a band and some product or a web and product. So it's really focused on not either or. So it's not technology or the supplements, it's both at their initial order. Основная направленность подписаний в Колумбии – это не только технология или продукт, или то. В обязательном порядке при покупке сетки или браслета
люди обязательно покупают продукт, чтобы получить максимальный результат. То есть технология и продукция идут параллельно вместе в обязательном порядке. Rafa, there is one question. Is it possible to make a conference with Colombian doctors for our team? A call. Perfect. I can definitely ask them. I'm sure they'd be love to help with the opportunity to help and and be part of the Nimbus family. My only question: how do we do all? Are you going to be do all the translations? Spanish, English, Russian. So we need at least 4 hours to talk. It's a joke. But yeah, I mean, we can. I think there's a couple that do speak English. So let me talk to them. So at least it's just one translation from English to Russian. So yeah, I'll definitely I'll talk to the team. I have a call with them on Thursday, and then I'll see who's the better English, so we can do that. But yeah, I'm sure they will love to talk about how they're doing their business and those kinds of things with you guys. Рафа говорит, конечно, можно попытаться, но единственный тут вопрос возникает в переводе. Но я пошутила, что да, действительно, если мы с испанского будем переводить на английский, с английского на русский, это нам конференция минимум на 4 часа нужна. Но вот Рафа говорит, что в четверг у него будет встреча, также беседа с докторами, с командой из Колумбии, и он, скажем так, проследит, да, у кого из докторов более или менее хороший уровень английского языка, чтобы не иметь двойной перевод, а была возможность, чтобы они сразу говорили на английском, и мы переводили на русский. Да, он постарается организовать, и он уверен, что они будут просто счастливы поделиться своей информацией, потому что они очень горды тем, что они в семье Nimbus. Thank you. You're welcome. Что, ребята, больше нет вопросов? Все молчите. Okay, Rafa, and how do Colombians invite in business? I mean, what are they focused on? On band, on web, on product, on teenagers, on grown-ups? How is it going? Perfect. So it all depends on who they're talking to. But the number one thing that they're focusing on, it's the band and what we call the sale matrix, which you guys are about to receive. So that's what their number one tool to recruit people is, hey, we got technology and some supplements that will improve your health 100% of the time. Я задала вопрос о том, как колумбийцы приглашают в бизнес, на чем они сфокусированы, на технологии, на продукте, приглашают они молодых, взрослых, пожилых, как вообще все происходит. И Рафа отвечает, что, конечно, все возрасты приглашаются в бизнес, и смотря с кем ты говоришь, и они стараются предлагать всю линейку, но основной фокус практически у каждого, и это очень простой способ заинтересовать человека, это браслет, и обязательная к нему покупка, это матрица компании Nimbus, матрица здоровья. Туда входит база, чардж, в общем, те продукты, которых у нас нет, но они уже на подходе. То есть, когда человек покупает браслет, и вот эти основные продукты, он в 100% из 100% получает результат по здоровью, обязательно получает результат. Okay, another questions. What is the aim, the strategy of the company for the several next 2 years? Perfect. That's a great question. So right now we're going to work on the current inventory. So we have more of the same products. Right now, Dale is working on how do we, he's looking at our product line, see what can we improve, how do we get more products that tie to the sale matrix, or it's either a want or a need, something that people want or need.
that will improve their health. So we're definitely, our number one focus is make sure we have, products that we can increase our product line. Итак, вопрос о стратегии компании. Значит, сейчас компания направлена на то, и стратегия на ближайшие 2 года — это максимально обеспечить все рынки продукции, чтобы все всегда было в наличии. Кроме того, включая Дейла, работает над тем, чтобы проанализировать и добавить те продукты, которые люди хотят или нуждаются. То есть сейчас идет такой мониторинг рынка, что нужно, в каком количестве, какие продукты добавить, чтобы расширить линейку, но не просто расширить какими-то продуктами, а именно продукты, которые бы влияли и дополняли, то есть влияли на клетку и дополняли вот эту матрицу здоровья Нимбус. Perfect. Yes. And of course, pretty much we want to focus, and you're going to see that, how we want to focus and listen to what you guys are saying about Nimbus and how can we improve. We understand we have such a great thing, and we are really, really close on being the next billion-dollar company. And in order to do that, there's a couple of things that we need to adjust. And we're working really hard on getting everything ready for the next level of growth that we're going to be having real soon. Наша стратегия, наша мечта, наша направленность, наша цель, мы все сконцентрированы на том, чтобы компания Nimbus стала миллиардной компанией. Для этого мы понимаем, что у нас есть пробелы, недочеты, и мы сейчас хотим слушать вас, что вам нужно, что вы хотите, что нам нужно исправить, добавить, изменить. То есть вот мы сейчас сконцентрированы на этом исследовательском моменте, и мы готовы исправлять, да, вот эти все недочеты, потому что нам в ближайшем будущем, в срочном порядке нужно уже выйти на следующий уровень развития в компании. Perfect. Yeah, and then to end the question in a really simple sentence is everything we're going to focus on from now on, it's on a want or a need, something that people want or people need. That's kind of like, it's going to be our philosophy or our game plan, how we move forward Nimbus to 2020 and beyond. С сегодняшнего вот прям периода, с сегодняшнего дня, вот то, что сейчас происходит в компании, это фокус, это наша философия. Значит, ну, такая хорошая игра слов по-английски получается, что нужно и что хотят. То есть, что людям по здоровью нужно и что люди хотят. Вот эта философия у нас сейчас, скажем так, мы работаем над этим вопросом. Yes, ma'am. Для того, чтобы к 2020 году мы уже прям на хороший уровень вышли на следующий. The question is about international events. Can affiliates all over the world wait international events somewhere that they can see international business, that Colombians, Russians, Europeans, and so on? Perfect. That's a very good question. And of course, yeah, we're definitely working on having like let's say like a Nimbus world, put it that way. Before, and this is my personal opinion, right? And I mean, it can change as we keep growing so fast. But right now, we want to keep focusing on having like those trips. So our first goal is let's have a worldwide trip, which is kind of like a convention, but it's more like a family. Like let's get together, have a good time, and also train. And then once we do our first global trip, that by the way will be happening, next year. Qualifications will be sometime this year, but the trip will be next year. And then after we do that, then we can definitely we'll be looking at having our convention worldwide. But for now, we're going to have one trip / convention, and then after we do that, then you're going to see a worldwide convention. Вопрос о международном мероприятии. Когда его можно ожидать? Рафа говорит о своей точке зрения и на чем сейчас сконцентрирована компания. Пока не планируется международного события в плане вот просто все приехали, обучаются несколько дней. Сейчас они планируют уже в этом году, на 2020 год, сделать международную поездку отдых. Это будет
отдых-обучение, да, такая международная конвенция, где будет отдых, развлечения, сплочение команды международной, чтобы все познакомились, отдыхали вместе, и будут какие-то часы выделены для того, чтобы обучаться. То есть сейчас компания смотрит, что это более рентабельно сделать, ну, то есть план сдружить людей во всем мире. После этого, когда пройдут такие поездки, обучение, развлечение, отдых, тогда уже компания будет планировать именно события, когда люди приезжают только обучаться, уже без отдыха. Такие традиционные конвенции. Thank you. One more question. So, we heard a lot about American athletes, Olympic athletes, how they use our products, our techniques. And the question is it possible maybe someday to make a call or a conference with these athletes, just to tell their testimonials about Nimbus? Sure, that's a very good question. We do have some videos of them, and I can definitely talk to the team and see. Like, you understand, these guys are competing every day. They're training, so that's why we have them on video. But yeah, that's a very good question. I'm taking notes, and I will pass that to the team, the marketing team, and see if we can get 30 minutes or something where they can jump in a call and and just talk about their story, and then we can ask some questions. So that's a very good point. I'll talk to the team and I'll get back to Nelly on that. Да, конечно, можно попробовать, но вы понимаете, что это действующие олимпийские спортсмены, у них тренировки каждый день, у них очень жесткий график, и, конечно, просто так их там вырвать будет сложновато, но я думаю, что это вполне возможно, даже чтобы не конференция была, допустим, у нас конференция, они какую-то вставку, да, несколько минут вышли, сказали свой результат. Я направлю этот вопрос в отдел маркетинга, чтобы ребята связались с ними, и поставлю себе заметку, чтобы сделать такую конференцию, но уже с ними сняты видео, и можно пользоваться этим инструментом, их результаты. So I need these videos. I don't have them. Videos with athletes. Yeah, so I'll share those to you in a little bit. But yeah, we do have them. Some videos that tell the story. But yeah, I'll send that, and then I will talk to the team and see if it's possible to get some. I'm sure it'll be possible sometime. I don't know when they're scheduled, but I will talk to them. Рафа пришлет мне эти ролики, мы их переведем, озвучим, и у нас тоже будет инструмент вот таких результатов. Да, он, конечно, свяжется и постарается что-то для нас организовать. You're the best. No, you are. Perfect, Nelly. So if there's any other questions, hey, thank you so much for spending the time with me. It means everything for me. And again, we never say this enough, but thank you for believing in Nimbus. Thank you for believing in me, and Dale and Joel and the team and everyone here. We're just happy and honored that you guys are here with us in the family, in the Nimbus family. So thank you for everything. See you guys soon, and have a wonderful day. And please, 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 let's do that challenge, man. We have something unique that we need to share to people. Let's try to have that goal to talk to 100 people this month, and you'll see how your business is going to explode. You're going to rank advance, and we're going to, just be in a better position and helping more and more people. So thank you, thank you, thank you. A lot of translations for Nelly. Nelly, I love you. Thank you for everything that you do. When you see Nelly, again, I can never say this enough. Please, please, please give her a huge hug and a kiss for all the hard work she does. I don't think Nelly even sleeps. She's always working to help Russia be better and better and better. We're lucky, Nelly, to have you in Nimbus. So thank you, Nelly, for everything, for translating, for working super hard. And Andren and all the leaders here in this cause, thank you so much. Love you guys, and see you soon. Thank you, Rafa. Он благодарит всех, раз больше нет вопросов, то будем подводить итог. Каждый раз они благодарят вас за то, что вы верите в компанию, за то, что вы с компанией, но этого даже недостаточно, это нужно делать постоянно. Давайте
подведем итог конференции, постараемся дать информацию 100 людям в этом месяце, примем вот этот вот вызов. И также он благодарит меня, ну, переведу, раз он говорит, сказал это, что Нелли никогда не спит, и днем, и ночью она на связи. Я не знаю, когда она спит, но она старается всегда круглосуточно выполнять ту работу для того, чтобы поднять рынок и поднять продажи, и работать с дистрибьюторской сетью, в общем, улучшать положение в компании. Я тоже благодарю всех. Огромное вам спасибо, что вы были сегодня с нами. Thank you, Rafa. Thank you so much. Wonderful, Nelly. Take care. Thanks, guys. Have a wonderful day. Thanks for everything you guys do for us. Take care. Bye-bye. Всем пока, ребята. Okay. Ciao. Благодарю вас.